Всем привет, с вами Ольга Старшая, и я продолжаю делать костюм на нашего парня. Я уже как бы делаю последнюю вещь, которую я хотела бы ему сделать, это курточка. И вот что у нас получилось в прошлом видео. Сейчас я хочу... мгм, Я хочу поднастроить швы, потому что у нас их здесь делает не очень-то хорошо. Давайте так сделаем, 25. И я хочу здесь сделать 2 шва, потому что нам нужно, чтобы один из них, вот я не люблю, когда одинаковые эти, должен быть не под 180 градусов. Часть этого шва точно должна быть не под 180 градусов. Так, давайте еще увеличим на 2. Так. Он как бы здесь должен складываться. Вот, видите? Вот теперь он начал как бы складываться куда надо. А до этого было тут не очень. Так, то же самое я сделаю здесь. А, Давайте на 9, там больше у нас. Так. м, так, это у нас вот этот шов. Даже больше. Еще -4. Да. Так. Так. И это у нас должен быть 270. Ну-ка, смотрим, что получается. Ну, все однозначно лучше, чем было. Так, супер. Ам, окей. М, Так, у курточки, значит, вот эти края должны быть, с утолщением. И сантиметра на 2 не меньше. Так, еще здесь должен быть пакеринг. М, В этой части должно быть вот так. Только сторона Б. Да, здесь как бы такой нахлёст. Ам, Здесь будет прошитый край, поэтому мы делаем так. Так, сим-тейпы я уберу. М, Надо настроить пакеринг. Пакеринг я сделаю другой. Катон не надо, что тут деним. Так, normal map strength сантиметры. Ширина 1. Пробуем. Так, это наша база.
Что я хочу с ней сделать? Мне нужно пошить сюда капюшон. Капюшон я хочу пошить трехсоставной. С нахлёстом. Так, я хочу сделать у этих штук тоже утолщение. Это у нас Edge Thickness тоже на 10 миллиметров. Хорошо, давайте я это все заморожу. И начнем делать капюшон. Капюшон нам нужен трехсоставной. Начнем со средней части. Так, давайте его сделаем симметричным. Пусть будет 4. Высота. Допустим, 45. Alt Y. Так, у нас есть вариант вот так вот его расположить, а есть вариант вот так вот его расположить. И чтобы он упал на голову и как-то тут это расположился сам. А еще у нашего парня тут прическа. Давайте мы ее пока удалим или удалим вообще. Потому что она нам будет сильно мешать. Без волос он, конечно, такой себе красавец, ну ладно. Если что, потом вернем. Так, и я сразу, знаете, что хочу сделать? Я хочу запинить вот эти части. Я хочу сразу ему еще сделать particle distance и квадовую сетку. И смотрим, как он у нас упадет. И что еще можно с этим сделать? Угу. Капюшон нам сильно глубокий не надо. Так, длины нам недостаточно. Это очевидно. Хотя, ну прям в самый притык, но нет. Давайте увеличим. И заодно можно удалить пины. Так, увеличивать будем отсюда. Где-то на 2. Ну, так сойдет. Супер. Чтобы не терять, так это у нас сзади должно быть. Время, давайте попришиваем это. Ой, ребята, это я сейчас не то сделала. Я пришила не с той стороны. Мгм. Надо его развернуть и пришить вот так. Давайте немножко приподнимем. Отлично. Вроде бы неплохо. Я не очень уверена в плане глубины. Давайте накинем еще немного.
сантиметра 3. Пусть будет 50. Если чё, я потом уберу. Всё, это не страшно. И это у нас будет та же самая ткань. Так, теперь нам нужно сделать Сейчас я кусочек ткани этот поставлю где-нибудь здесь и им попробуем всё померить. Ну и шо у нас тут? 2,5. Окей. Так, теперь делаем боковушку этого. Так, здесь 35. Shift F. 35 это много. Наверное, 30. Так, дальше. Спуск нужен. Вот здесь, наверное, 20. Мало. Давай 25. Так, где-то в середине. Здесь должен быть спуск на Давай на 3 сразу сделаем. Так. Так, Б. Ой, 4. 15. Значит, нам нужно 11. Давай сделаем 11. Вот здесь. Хорошо. Это мы будем пришивать сюда. Давай-ка я пришлю здесь 15 пока что. А там видно будет. Так, это мы справились с этим, а здесь нам нужно 15 и нахлёст, а у меня здесь 14. Тогда делаем так. Здесь у нас небольшое такое заужение. Здесь у нас вот так. И, возможно, даже больше. Так, это выдвигаем пока что до 15. Это сюда. Это должно было быть 33. Ам.
Так. Пока делаем так. И так. Так. Здесь делаем 5. Здесь 5. И так, сшиваем. Смотрим, что получается. М. Так, у нас здесь слишком и треугольная сетка. Мгм. Мгм. Ага, тут что? 30 должно быть. Мгм. Так, пробуем засмузить вот эту точку. Ну, пусть будет 17. Но много. Тогда 15. Что у нас получается? 15, 24, 34 и 6. Так, убираем вот это. Делаем так. Так, каких 34? 49,6. Супер. Давайте сделаем вот что. Так, Q 10. Здесь 15. Значит, 25. И мне надо, чтобы здесь было тоже 25. Мы можем эту точку View and 15. Да. Вот так. Попробуем сшить и посмотрим, что получилось. Так. Что у меня тут происходит с этим капюшоном? Текс. Ну, во-первых, происходит очень большое натяжение.
Да, потому что он у меня прям впритык. Ладно, давай тогда сделаем по-другому. Думаю, что должно быть здесь 17, не меньше. А 25 надо набрать здесь. И это у нас 52, значит, нам нужно это увеличить на 2. Так, еще раз сшиваем. Так, а вот этот шов должен быть усиленный и прям чётенько. Так, это у меня обычная симуляция. Так, окей. В целом капюшон мне нравится. Мне нужно сделать нахлёст. Для этого мы делаем вот что. Здесь, add, offset pattern outline 2 сантиметра. Create pattern outline. Окей. Так, теперь B. Нам так не надо. Нам надо сделать следующее, M. Вот эту штучку мы лепим сюда. Теперь настраиваем Set Supplier. Вот это сюда. Супер. Конечно, ткань этого капюшона пипец ся ведёт. Ну ладно, тоже прикольно. Давайте мы ему давление дадим. Может, это его растащит? А, хоть что-то. Так, ну и отлично. А знаете, что можно сделать? Можно просто вот эти края сделать, сим-тейп и сантиметр 2. А еще такие сделать edge thickness. Так. Теперь что еще? Экстра толщину я удалю. А вообще, вот этот зеленый можно пришить не сюда.
Это мне нужно. Так, это надо вот так. Отсюда до сюда. Опа! Все, тут тюрнут. Конфликта нету. Все круто. Капюшон с башки чуть-чуть стащить. Как бы нам незачем его так прям натягивать. Давайте я так сделаю. И немного его сдвину. Так. Что мы еще можем сделать? Мы можем накидать сюда ширинга и швов. Вернее, пакинга. В другую сторону. И швы. Швы. Так, и пакеринг. Так. И тут пакеринг. Не босс, а флип. А тут пакеринг тоже флип. Так. И еще у меня тут что-то поехало, и тут что-то поехало. Угу. Надо, кстати, проверить. Тут все ровно. Так. А, а где мои швы? Топ-стич. Это пакеринг. А топ-стич. Да что ж такое? А, балда. Конечно. Что же мне еще может быть? Такс. С этим все ок. Что еще можно попробовать сделать? Можно капюшон сделать выше или шире. Тогда, возможно, его растащат. Так сделать шире. Можем сделать, допустим, здесь на сантиметр сюда. И посмотрим, что будет. Угу. Так интереснее. Супер. Тогда растащим это. Дальше. А вот это надо сделать уже. Вот с этой стороны.
на сантиметр. Хотя, может быть, нам нужно было сделать уже только так, 17. С. Ну-ка. Так. Да, вроде все. Так. Так. Где это давление? Без давления не будет оно у нас нормально себя вести, да? Текс. Теперь выставляем маленькое давление и симулируем. Я хочу опустить вот это, и я хочу стащить таки с башки его немножечко. No. Это как-то не очень так. Давление убрать отсюда. И пробуем уронить. Так, бондинг я отсюда убрала. Ладно, в целом мне это нравится. Так, с капюшоном мы закончили, и давайте я на этом эту серию тоже закончу, потому что уже слишком долго это все происходит. Сохраняемся. И доделаю детализацию в следующем видео. Так, такой у нас парень получился. Все, всем спасибо за внимание, всем пока. Подписывайтесь на канал. Здесь будет еще много чего интересного. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть, о чем бы вы хотели узнать. Если у вас вопросы, обязательно все освещу, все расскажу, что знаю. А если не знаю, то найду, узнаю и вам расскажу. Так что пишите. Пока.